Может ли это быть концом эпохи, которую армии по всему миру даже не представляли? Как Чингук, самый младший участник BTS, всегда известный своей преданностью и самоотверженностью, мог внезапно попасть под слухи об уходе из BTS, в то время как Тэхён не мог сдержать слез? Эти вопросы заполонили социальные сети, вызвав глобальную панику среди фанатов и вынудив HYB, гигантское агентство, стоящее за BTS, наконец-то высказаться. Но что еще более удивительно, посреди этой бури слухов, Чингук, как сообщается, находился в Лос-Анджелесе, в тысячах километров от Сеула, по-видимому, избегая прямого внимания в Южной Корее. Напряжение начало нарастать, когда папарацци сфотографировали Чингука в международном аэропорту Инчхон несколько дней назад, одетого в повседневную, но опрятную одежду, черную шляпу, закрывающую часть лица, и идущего быстрым шагом, не отвечая на вопросы репортеров, которые пытались его догнать. Никаких других участников BTS не было видно, никто из сотрудников HYB явно не сопровождал его, и самое поразительное, не было официального расписания, объясняющего, почему Чингук направляется в США. Слухи взорвались, одни предполагали, что это начало официального ухода Чингука из BTS, другие подозревали, что он готовится к крупному сольному проекту под международным брендом, покидая группу на неопределенный срок. Несколько фан-аккаунтов даже просочились слухи о том, что предстоящее расписание BTS внезапно изменилось, и несколько мероприятий, изначально подразумевавших участие Чингука, были внезапно исключены из списка. Тем временем Тэхён, у которого был другой график, еще больше обострил ситуацию. Во время короткого общения с фанатами его глаза наполнились слезами, когда одна из армий спросила о Чингуке. Он замолчал, опустил глаза, а затем слабо улыбнулся и сказал: «Знаешь, у него всегда есть причина для каждого шуга». Эти слова лишь подогрели новую волну домыслов. Знал ли Тэхён что-то, чего не знала публика? Утром HYB наконец опубликовали официальное заявление, но вместо того, чтобы развеять слухи, это лишь породило еще больше вопросов. Мы хотели бы прояснить, что новость об уходе Чингука из BTS не соответствует действительности. В настоящее время Чингук находится в Лос-Анджелесе по запланированной работе, BTS остаются активными как группа, и нет никаких обсуждений о распуске или уходе участников. Это заявление звучало дипломатично, но пользователи сети быстро заметили несоответствие. Если это действительно был официальный график, почему он не был объявлен раньше? Почему HYB не опубликовали никаких подробностей о проекте Чингука в социальных сетях? Поклонники разбирают каждое слово заявления. Многие считают, что «неправда» в индустрии развлечений не обязательно означает полное отрицание, это может быть просто способом выиграть время. Несколько корейских репортеров из индустрии развлечений сообщили, что слышали от внутренних источников о серьезных обсуждениях в совете директоров HYB относительно будущего Чингука в BTS. Его присутствие в Лос-Анджелесе стало еще более загадочным, когда появились фотографии, запечатлевшие его в известной музыкальной студии, которую часто используют мировые артисты для записи международных альбомов. В некоторых сообщениях даже утверждалось, что он встречался с известным продюсером, работавшим с ведущими американскими певцами, что породило теории о том, что Чингук, возможно, готовит международный релиз, не связанный с брендом BTS. С другой стороны, Тэхён не смог скрыть своих чувств. В коротком прямом эфире в социальных сетях он сыграл песню, которая, как известно, имеет прощальный смысл. Хотя он не упоминал имени Чингука напрямую, его выражение лица и длинные паузы между словами заставили многих подумать, что он думал о своем друге. Поклонники начали связывать этот момент со старым интервью Тэхёна, в котором он однажды сказал: «Не все решения можно принимать вместе, даже если мы хотим остаться вместе навсегда». Южнокорейские и международные СМИ сейчас пытаются найти ответы. Некоторые связывают инцидент с повышенным вниманием HYB к сольным проектам участников BTS после того, как они начали службу в армии. Некоторые считают, что руководство хочет максимально повысить мировую популярность каждого участника, прежде чем окончательно реструктурировать формат группы. Однако официальное заявление HYB подтверждает, что об уходе участников не идет и речи, хотя и не исключает возможности внезапных изменений в будущем.
На фоне всех этих домыслов больше всего ARMY задел образ Чингука и Тэхёна, которые всегда славились своей крепкой дружбой. Если между ними действительно произошел разлад, это станет эмоциональным ударом для фанатов, которые следили за развитием BTS с момента их дебюта. Многие надеются, что слезы Тэхёна не признак расставания, скорее, это временный всплеск эмоций, вызванный давлением ситуации. Все взгляды сейчас прикованы к Лос-Анджелесу, каждый шаг Чингука анализируется, появится ли он на публичном мероприятии, объявит ли он о новом проекте, или промолчит и позволит слухам разрастись. Тем временем многие ждут, заговорит ли Тэхён снова или даст более ясное объяснение своим чувствам. Одно можно сказать наверняка, это один из самых драматичных моментов в истории BTS, не только из-за шокирующей новости, но и из-за того, как каждая маленькая деталь – это кусочек пазла, который складывает большую картину будущего группы, изменившей облик мировой музыки. ARMY по всему миру сейчас находится на перепутье надежды и беспокойства, задаваясь вопросом, это всего лишь временный шторм или начало неизбежных перемен? И пока эти вопросы висят в воздухе, Чингук все еще в Лос-Анджелесе, Тэхён все еще борется со слезами, и HYB все еще очень осторожно подбирают слова. После этой волны слухов части пазла начинают складываться яснее. Расследования из различных достоверных источников доказали беспочвенность слухов об уходе Чингука из BTS. С самого начала эта история основывалась не на официальных доказательствах, а на совокупности неверно истолкованных фрагментов информации, вырванных из контекста фотографий и эмоциональной интерпретации действий участников группы. Первый факт, опровергающий этот слух, связан с рабочим графиком самого Чингука. Хотя HYB изначально дали лишь краткое разъяснение, расследования корейских и международных СМИ показали, что присутствие Чингука в Лос-Анджелесе было запланировано за несколько месяцев до участия в музыкальном проекте. Несколько источников в индустрии даже подтвердили, что это было официальное сотрудничество с участием международной продюсерской команды под полной координацией менеджмента BTS, речи о расторжении контракта или уходе из группы не шло. Второй факт подтвердил человек, близкий к Тэхёну. Источник объяснил, что момент, когда Тэхён заплакал, никак не связан со слухами об уходе Чингука из BTS. В тот момент Тэхён только что получил трогательное личное сообщение от больного родственника. Это совпало с распространением слухов, из-за чего публика сразу связала это с Чингуком, не проверяя достоверность. Кроме того, BTS известны своими очень близкими отношениями и неоднократно подчеркивали, что их будущее связано друг с другом, даже когда каждый участник занят сольными проектами. BTS — это не та группа, которая просто распадется из-за личных мотивов. Это мировые легенды с долгосрочными планами, включая воссоединение после окончания службы всех участников в армии. Сообщения о внезапном изменении расписания BTS оказались правдой лишь отчасти. Корректировки были, но не из-за ухода Чингука, а просто были спланированы с учетом индивидуальных графиков каждого участника в разных странах. Несколько официальных фан-баз и журналистов, имеющих доступ к внутренним источникам HYB, начали публиковать более подробные разъяснения. Они утверждали, что BTS остаются крепкими, никто из участников не планирует уходить, и что эти слухи – всего лишь результат недопонимания, подогретого поспешными заявлениями СМИ. Некоторые фотографии, на которых, как предполагалось, Чингук был один в аэропорту, на самом деле были сделаны, когда он выезжал на специальную полосу вылета для иностранных артистов. Сам Тэхён, увидев, как быстро распространились слухи, наконец опубликовал короткое, но твердое заявление на своей официальной платформе: «Я знаю, вы волнуетесь, но не верьте всему, что читаете. У нас все хорошо, мы вместе. Чингук усердно работает над тем, чем вы будете гордиться». Это заявление было встречено потоком позитивных комментариев от ARMY по всему миру. HYB затем подкрепили это сообщение заявлением, объявив, что после того, как Чингук завершит свой график в Лос-Анджелесе, он вернется в Корею, чтобы продолжить свою запланированную деятельность. Они даже намекнули на неожиданный проект с участием всех участников группы, включая Тэхёна, который планируется выпустить в следующем году.
Эта история служит уроком того, что в эпоху стремительного развития социальных сетей информация может быть легко искажена, преувеличена и вплетена в истории, которые могут быть неверными. Одно выражение лица, фотография без контекста или одно двусмысленное предложение могут стать питательной средой для глобальной мельницы слухов. BTS не в первый раз сталкиваются с волной слухов, но каждый раз, когда правда выходит наружу, это демонстрирует крепость их дружбы и профессионализм, который они поддерживают. Теперь, когда факты прояснились, ARMY могут вздохнуть с облегчением. Чингук не покидает BTS, Тэхён не прощается со своим другом, это просто временное физическое расстояние ради карьерного роста каждого участника. Присутствие Чингука в Лос-Анджелесе, по сути, часть стратегии по расширению музыкального охвата BTS на мировой сцене. В конце концов, остается только благодарность за то, что новости были всего лишь недоразумением, но также и любопытство, если это все только начало более масштабного проекта, какие сюрпризы готовят Чингук, Тэхён и остальные BTS. Время покажет. На данный момент одно несомненно, BTS остаются едиными, и их история далека от завершения. Для миллионов ARMY, которые следили за путешествием BTS с самого начала, это разъяснение ощущается как глоток свежего воздуха после дней неопределенности, и в типичной для BTS манере они сумели превратить даже самые смелые слухи в возможность продемонстрировать единство и стойкость. Молчание Чингука в Лос-Анджелесе теперь ощущается не столько как избегание, сколько как тихая сосредоточенность, знак того, что за кулисами ведется работа над чем-то важным. Успокаивающие слова Тэхёна и официальная позиция HYB переключили разговор со страха на ожидание. Вместо того, чтобы спрашивать «BTS распадаются», фанаты теперь спрашивают, что будет дальше, и, возможно, именно этот вопрос, больше, чем любые слухи, заставляет весь мир следить за происходящим. Эта буря не поколебала ни связи между участниками группы, ни преданности их поклонников. Напротив, она напомнила всем, почему история BTS не похожа ни на одну другую. Она построена не только на музыке, но и на доверии, упорстве и невысказанном обещании вместе встречать все радости и горести.